Крупнокалиберный переполох. Не работайте до 11 числа, говорили они. Вот, ладно, понятно. С вами все ясно. У вас там шашлычки, майские праздники и все такое. А мне что делать? У вас там семьи, собаки, у меня ни девушки, ни собаки, ни семьи, ни хрена. Чем заниматься? Правильно копать. А что копать? Вот что. Я тут строю вот такое вот укрытие. Самое, пожалуй, распространенное фортификационное укрытие на фронте. Типа забаррикадироваться как? Поставить мешки с песком, или с какой-нибудь щебенью и все такое, ящички армейские. Оружие вытащил, ящички остались. Неплохая вещичка. Тяжелый, зараза. Да, и вот в чем вопрос. Стоит ли укрываться за таким фортификационным воздвижением, если по тебе стреляют из разных пушек? И чтобы не было кривотолков, чтобы кто-то там, мол, не сказал, да там же щели. Никаких щелей тут нет, потому что каждую вот такую вот штуку я проложил почвой. А почва, кстати, здесь вот такая. Это не просто песок, это вот такой вот, какая-то слюда такая. В прошлый раз я никак не мог догадаться, что это за слюда. Дай-ка я проверю. Привет, Алиса. Подскажи-ка мне, что это за хрень? Вроде бы это артефакты. В общем, как мы выяснили, это артефакты. Этими артефактами полны наши военные ящики. Ящики тем и удобны, что ты их открываешь и можешь увидеть, куда пуля попала, если она там застрянет. Вот это мы сейчас проверим. Арсенал у нас сегодня такой. Пистолет Макарова 9х19, АКСУ 74У, АК-74У точнее, 5,45х39. Сегодня у нас ГП-25П. Это снаряды, которые вышибным зарядом пороховым выталкиваются наверх и взлетают на 1,5 метра. И, конечно же, ГПшечка-25, он же костер, который выбрасывает эти самые гранаты. Ну и напоследок у нас пулемет Калашникова модернизированный, старичок, 7,62х54. Здесь, кстати, чисто снайперскими заряжен коробочек. Ну и еще одно у нас сверхоружие есть, которое в разные времена приводило нас в чувство. Это футбольный мяч. И это, кстати, первое, что мы попробуем на этой самой преграде. И первое наше секретное оружие, которое мы проверим на прочность эту коробчатую стену, будет футбольный мяч. Но только попадать нужно научиться. А знаете, где можно научиться попадать? В FIFA Online 4. Да, именно так. Вы же спрашиваете себя, почему это? Причем тут мяч и крупнокалиберный переполох? Да при том, что у нее очень демократические требования системные, и ребята разместили свои сервера здесь, в России. Компания 101XP разместила сервера на территории России, чтобы все пользователи из СНГ смогли наслаждаться игрой без технических проблем. В игре доступны более 600 реальных клубов из более 30 лиг и свыше 17 тысяч реальных игроков. Озвучкой проекта занимались популярные комментаторы Василий Уткин и Дмитрий Шнякин. В игре уже доступно множество режимов, но в самое ближайшее время их станет еще больше. Вы можете собрать состав своей мечты и прокачать любимых игроков. Амбассадоры игры, популярные футболисты Федор Чалов, Александр Соболев и Александр Зинченко. Переходите по ссылочке в описании и зарубитесь в новую игру FIFA Online 4. Продолжим. Ты здесь что делаешь, крысенок? Ну, команданты, я просто решил немножко покрысить. Еще, небось, и друзей привел своих. Тоже покрысить. Крысенок из Рататуя притащил сюда свой целый зверинец. Кто это у нас? Тигра? Ху-ху-ху-ху! Или кто это? А это что за злобный кролик Рэббит? Свинка Пеппа не нашла ничего лучше, чем припереться к нам на переполох. Это неудавшаяся бабочка пока что.
Ау, колючий, зараза. Ежик. А это у нас кто? Кто это у нас? Акуна Матата, сурикат. Типа веселись полный рост, вот и весь секрет. В полный рост я бы тебе здесь не рекомендовал стоять, но раз уж ты здесь, присмотришь за мелкими. И ты сюда вставай. В общем, у нас тут целый зверинец. Всем им предстоит сегодня выжить. Я максимально брал ребята таких, у которых лицо так себе. Типа не вызывает милоту. Ну, посмотрите сюда, какая тут милота. А на кролика посмотрите. Что это он тут делает? Типа он говорит, я морковку свою не отдам. Так вот, для тех, кто пришел покрысить, здесь, в общем, целое испытание. Надеюсь, тигру, кто это у нас? Или барс снежный. Короче, придется не очень, если сюда что-нибудь прилетит. Так что будем надеяться. Стрельба из пистолета Макаров. В средний ящик целюсь. Вот дерьмо. Не зарядил. Так только я умею. Бам! Верхний ящик я не сильно заполнил, чтобы его можно было немножко двигать. Итак, входное отверстие. Отверстие выходного дня, я бы сказал. Знаете почему? Потому что праздники, все верно. Открываем. И я тучи разгоню руками. О, вот же она. И в прошлое закрою дверь. Вот такая вот легкая вмятина ПМа зашла на где-то сантиметров на 10. Сантиметров на 10 зашла. В общем, сурикаты могут спать спокойно. Как и тигры, и свинка Пеппа. И Рататуй может делать свой сыр спокойно. Потому что пистолет Макаров ни хренашеньки вот этому укрытию не делает. Идем дальше. Продолжаем расстреливать верхний ящик. И стрелять мы будем из 5,45 на 39. ЛПС-очки у меня сегодня тоже есть. Но сначала я буду стрелять при помощи трассирующего патрона. Это свинцовый сердечник. Вставляем вот такой вот сдвоенный магазинчик. Интересным образом взводим и... характерный звук. Fab Defense, Attack, коллиматор, магнифер. Красиво. Не боись, Тимоха, все будет нормально. 5,45 на 39 пробьет ящик с неопределенными артефактами или нет? Одиночная стрельба. Сурикатик, ты как? А сурикатик-то отлично. А знаете, почему он отлично? Потому что выходного отверстия выходного дня, как я люблю говорить, нету. Стало быть, пуля с остальным сердечником будет следующей. А сейчас была свинцовая пуля. Она тут немножко разметала, так сказать. Подержи-ка, дружище. Спасибо. Так, вот сюда она попала и... А, нет, она попала ниже. Она попала вот сюда. И, знаете, у пятерочки есть такая беда. Она очень высокую очень высоко рикошетирующуюся силу имеет. Рикошетирующую. Ну, вы поняли, в общем. Да. Вниз не прошло, значит, где-то внутри. Долго разрывать придется мне. Короче, буду стрелять чуть-чуть выше, потому что слишком уж... Эй, парень, ты как? Не надо сваливать раньше времени. Видит Бог, я тут ни при чем. Он немножко повредил себе задницу, потому что трусливый гаденыш. Встань на место и прими это достойно. Пока что тебя никто и убивать не собирается. Ну, вот это уже повыше. Стало быть, добро пожаловать. Так, пуля прошила вот здесь, и она пыталась в своем стремлении добраться до неугомонного суслика. Пуля обжигает, я чувствую уже горячо. Ага, а вот и... горячая зараза. А вот и тот самый свинцовый сердечник, который выглядит вот так. Где-то нашел ее на чуть больше середины. В общем, где-то получается 10
Почти 20 сантиметров прорубила она вот этой вот штуковины. Ни одного отверстия с той стороны. Это значит, наш сурикат может спокойно выглядывать себе и дальше. Чтобы не заблудиться в своих собственных попаданиях, мы воспользуемся задницей опоссума. Короче, немножко вот так подкрасим, чтобы было видно, что это старые попадания. А пулю с остальным сердечником мы зарядим вот в этот магазин. Во второй. Ну, конечно, он же полный, поэтому зарядим вот в этот. Запах. Так, сурикат, ты там живой? Блин, смотри, парень-то испуганный, но живой, судя по всему. Сзади выходного отверстия нет. Как ни странно. Так, ну и пошли ковыряться. Что тут у нас? Так. Сурикат живой. Даже 5,45 на 39 с остальным сердечником. А вот, кстати, и пуля. Ау, горяченькая. Кстати, это СТ-10 или 65Г. Сама пуля весит 3 грамма 40. Где-то в середине ящика я нашел эту пулю стальную из 5,45 на 39. Это доказывает, что с пятерочкой здесь дела плохи. Но давайте уж для остроты ощущений нашего суриката, или как там его, постреляем немножко очередями. Зарядил вперемешку трассера с ЛПСками. И попытаюсь расстрелять этот ящик и доставить хоть какие-то неудобства этому сурикату. Слишком уж беспечно он пригрелся на камешке сзади. Трассера горят! А у нашего суриката первые проблемы. Знаете, как это называется? Это называется заслуженный отпуск или 13-я зарплата. Смотрите, какая красота. Все было ничего, и укрытие было надежным до того момента, пока мы не стали стрелять очередями. Справедливости ради, я стрелял в верхнюю часть, и, в общем, сурикат выглядывал слишком хорошо. Блокированная тампаком оболочка. Так написано в Википедии. Вот эта самая оболочка, и она здесь внутри, как и некоторые свинцовые пули, в общем-то. Да, сурикат, это ведь я виноват в твоей гибели. Потому что в твоей голове дыра, это значит, дела плохи. Так ли хорошо укрытие для сурикатов? В общем, оно, знаешь, вполне хорошее, но просто внутри я достаточно сильно расковырял. И там такая канавка образовалась. Вот в эту канавку-то, собственно, и пришлись все пули на нашего суриката. Извини, дружище, но, похоже, в твоем полку пополнение. И почему зайцев и кроликов называют косыми? Их даже изображают косыми. Но с этим-то понятно. Командант, это было очень плохо. Это со мной кто разговаривает? Крысеныш или ты, кролик? Да ты окосел, блин, за морковку схватился. Свинка-то Пеппа, вон, смотри, не пошелохнулась даже. Как была свинюшкой, так и осталась. А вот кто у нас тут гордо телепается? Командант, ты за это заплатишь. Дружище, ты самый маленький, тебе, должно быть, повезет. Самое время повысить калибр. 5,45 на 39, выпущенный из АК-74У, не справляется с задачкой своей. А это значит, что мы перейдем к калибрам помощнее. Например, к 40-му калибру. ГП-25. Это лягушка. ГП-25П. А стрелять мы будем из гранатомета ГП-25 «Костер». Вот такая вот отдельно вынесенная штука. Обычно это как подствольник используется. Как гранатомет подствольный. Но этот, в общем, самостоятельная штуковина. Вот такая ручка здесь амортизирует. Но, в общем, не сильно, думаю, это помогает. Потому что неопытный пользователь может
расхерачить ее себе в мясо. Чтобы этот снаряд подорвался, подлетел на 1,5 метра и взорвался, ему нужно разогнаться немножко. Если я вот прямо отсюда выстрелю, боюсь, что он не раскроется. Да и я боюсь, что он не только не раскроется, но и меня зацепит. Поэтому я отойду подальше, вон на тот пригорок. Бум. А вот это я промазал. Отдача, блин, просто охренеть. Пальцы просто выбивают. И это, блин, конкретно бесит. Но мы ж не останавливаемся на достигнутом. Поэтому наша задача развалить это укрытие. Что я говорил? Зверям, похоже, нипочем это укрытие. В смысле, нипочем эти ГПшки. Довольно слегка почерневший ежик говорит о том, что все в порядке. Парни, а вы там как? И парни в порядке полном. Ну надо же. А что, собственно, по разрушениям? Первый ВОК врезался вот сюда, граната. Отскочил немного и вхерачил обратную сторону. Вхерачил, если я говорю, значит, он хорошенько так вхерачил. Видите, вот эти вот осколочные поражения, такие шарики, цилиндрики такие, как многие любят меня поправлять, они, в общем, так располовинили чуть-чуть первую часть ящика, но не более того, такие посеченочки здесь, внизу все посечено. То есть, если бы здесь находился какой-нибудь товарищ, например, сурикат, его бы размозжило, конечно же. Но бывали случаи, когда ВОК ударился в разгрузку, отпадал чуть дальше, и все было в порядке. А вот, собственно, его часть. Кстати, еще горяченькая. ГПшечка 25П, она тем отличается, что она врезается в поверхность и отскакивает. Первый куда-то вот сюда вот упал, ударился, вот, по-моему, вмятина, и полетела вот сюда. Один из них, кстати, ударился, отлетел вообще в правую сторону и где-то вот здесь взорвался. Знаете, у нас есть такая чуечка иногда. Мы подумали, что будет с парнями теми сзади. Ну, с животными я имею в виду. И поэтому хотели поставить айфончик вот сюда. И если вы правильно наблюдали, точнее внимательно, то один волк улетел вон туда. Он подпрыгнул и залетел в самую верхушку. И у него стоит самоликвидатор, который в момент просто берет и взрывается через несколько секунд. Вот здесь это и произошло. И вот ее осколки вот в этой воронке выглядят вот так, вот таким вот образом. Она, кстати, разломила этот камень, достаточно большой. Вот они, видите, их много тут. Раз, раз. Пулемет Калашникова модернизированный, к сожалению, не стреляет одиночный, поэтому один патрончик мы отсюда уберем. Это снайперские патроны, по большому счету. Их мы заряжаем, переводим в режим огонь. И стрелять мы будем по зеленому ящику справа, чтобы уж точно не перепутать попадание. Ну, поехали, друзья. Ну, давайте на всякий случай не будем стрелять много раз пока. Просто проверим попадание. Вот оно, попадание. В общем, пришлось столкнуться ему еще с жестяной вот такой вот штуковинкой. Парни, надеюсь, никто не пострадал. Да, никто не пострадал. Это говорит о том, что такое фортификационное укрытие, отличное укрытие, даже против 7,62 на 54. Так, найдем ли мы пулю? Вот в чем вопрос. Тут все такое горяченькое, я вам скажу. Очень горяченькое. А вот и пуля. Вот она, ее оболочка. Она, наверное, ударилась вот в этот камень и куда-то вверх, что ли, выскочила. Нет, вроде наверху ничего такого. Смотрите, здесь осиные гнезда. Ну надо же. Устроил я кому-то переполох.
Что ж, друзья, даже 7,62 на 54 не способна одиночным выстрелом пробить такое фортификационное укрытие. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. A wee moe, 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 a wee moe. Пойдем посмотрим. Свинка Пеппа в полном порядке. Похоже, наш крысенок. Ну надо же. Ах, крысенка не повезло. Сурикат, ясное дело, в общем-то лишился еще и нижних конечностей. А кто-то, вцепившись в свою морковку, до сих пор остается в команде КП. Что с тобой, дружище? Ты здоровяк, конечно, я должен сказать, но кое-какие попадания и у тебя есть. Правое предплечье и должно быть селезеночка или что там. Ну, в общем, как-то не очень повезло тебе, что ли, можно сказать. А кто это тут у нас? Командант, кажется, я выжила. Какая прелесть. Ну надо же. Не только она, еще и свинка Пеппа выжила. Вот она, посмотрите, какая красотка. Команда выживших, можно сказать. Что ж, друзья, 7,62 на 54 проникали даже не то чтобы сквозь вот этот щебень и плотное дерево, но и вот сквозь вот эти вот железные рамки. Вечно я пытаюсь загнать себя в рамки тактикульщиков. Вот здесь так точно без шансов. 7,62 на 54 продырявило насквозь. Туда мы даже не стреляли, поэтому никаких поблажек. И здесь, и здесь, и здесь. То есть оно как бы планомерно стреляет несколько раз в одну точку и пробивает гарантированно. Поэтому будьте аккуратны, друзья. И вот же они. Вот один выглядит вот так. Он вышел из своей оболочки. И вот сам стальной сердечник. Где-то тут еще были. Вот еще один. И вот еще один. В общем, их тут великое множество. И они застряли по большей степени в задней части этого коробка. И, кстати сказать, большинство из них осталось в этом коробке. Ящики вот с такой вот породы, как ее назвала Алиса, артефакты, спасают жизнь зверей. С людьми будет то же самое. С вами был крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь, дальше будет интереснее. С наступающим! We